Всем привет, дорогие друзья! Сегодня буду делать украшения в стиле бохо, так как у меня вот такие бусины крупные. Это керамические бусины, здесь большое отверстие и бусины 18 миллиметров. У меня их 5 штучек всего лишь. И буду впереди делать эти бусины вот с такими бусинками. Тоже показывала я их. Здесь тоже большое отверстие. Идут они в комплекте по 5 штук. У меня 2 комплекта. И мне здесь понадобится, наверное, 6 бусин таких. Вот, хорошо, что я покупала 2 комплекта. К этим бусинам большим я подобрала вот такие бусины. Мне кажется, по цвету они очень хорошо сочетаются. Это тигровый глаз тонированный. Вот такой цвет, кубики. Здесь, конечно, они все неровные, но мне это нравится. Очень здорово смотрится с этими бусинками. Посмотрите, подходит как цвет. Но и к зеленым бусинкам я думаю вот эти бусинки. Посмотрите, точно такая же ниточка, только другой цвет. Такой зелено-болотный. Тоже подходит, да, и вот у меня будет вот такое украшение такими цветами бусин. Я думаю, они все сочетаются между собой. И будет у меня такое крупное, массивное украшение в стиле бохо. Сначала я хотела делать украшение с медной фурнитурой, но я приложила, что-то мне не очень нравится. Вот мне хочется больше, мне кажется, подходит сюда фурнитура бронзовая. Так как здесь желтый оттенок и зеленая больше сочетается с бронзой. Да? Посмотрите, как хорошо. И я много-много подготовила фурнитуры под бронзу. Вот такие шапочки я уже показывала ранее. Они мне не очень понравились, так как здесь не очень хорошо прорезан рисунок. И есть заусеницы, я показывала, помните? И я думаю, как раз в стиле бохо такие шапочки хорошо подойдут. И я решила попробовать вот эти шапочки поставить в эти бусинки. И они хорошо будут держать бусину, и бусина не будет двигаться. Она проваливается сюда маленьким краем. И вот так становится бусинка, то есть шапочка. И держит бусину. Наверное, я поставлю эти шапочки. Так как я думаю, чтобы увеличить как-то длину украшения, может быть, я буду проставлять вот эти кубики. Может быть, посмотрю. Но не полностью проставлять каждую бусину. Ну, через несколько бусин. Ну и на окончание я хочу поставить вот такой карабинчик. Застежка мне очень нравится. Она здесь двигается. Она крупненькая, да, и украшение будет не маленькое. Поэтому я решила поставить вот такую застежку. Ну и колечко. Также я подобрала крупное, не маленькое. Застегиваться. И удлиняющую цепочку уже подвесила. Так как я длину еще не знаю, насколько мне позволит бусин длину украшения, я планирую сантиметров, наверное, 60 сделать. Ну, а там насколько хватит бусин. Я отмерила тросик, примерно 70 сантиметров. Будет у меня украшение на 2 тросиках. Я тросик взяла 0,45, вот такого цвета золотого. И буду проводить сейчас по 2 тросика в каждую бусину, так как здесь позволяет отверстие в бусину. И я сейчас наберу, наверное, несколько бусин и посмотрю, как это будет выглядеть. Вот так я планирую делать. Вот так у меня будет. Все 5 бусин вот этих наберу и покажу вам. Ну вот, посмотрите, как получилось. Красиво, да? Впереди будет такое интересное украшение. Конечно, оно будет нелегкое, поэтому я взяла 2 тросика.
И теперь здесь я вот не знаю, как набирать бусины. Наверное, я буду их мешать через один. Наверное. А здесь мне нужно уже поставить какие-нибудь колпачки. Сначала я думала вот такой колпачок, но это, наверное, крупный будет колпачок. И я переживаю, что он будет перекручиваться, так как он плоский. Такой я колпачок подобрала, но он тоже крупный, крупноватый, наверное, здесь провалятся бусины. Так, ну вот такой колпачок есть. Сейчас я посмотрю, как это будет выглядеть. Здесь, видите, шапочка, и колпачок хорошо становится. Вот, все фиксируется, и бусинки не крутятся. Они попадают, становятся на шапочке. И это все держится очень красиво и хорошо, на мой взгляд. Здесь я уже хочу делать в 2 ряда. У меня будет 2 ряда вот этих бусин. И сейчас я подумаю, как же мне лучше их набрать. Вместе или раздельно. Давайте посмотрим, что у меня получилось. Я остановилась на вот таком варианте. Все-таки, как я планировала, вот эти концевики плоские, я решила остановиться на них, потому что мне кажется, что вот эти колпачки крупноватые для таких бусин. Ничего не стала здесь ставить, соединять 2 ряда. Решила так оставить. Можно будет, наверное, перекручивать совсем немножко. Вот так сделать, да? А можно и так носить. Вот когда ложатся 2 ниточки ровно, я их подтянула. И как вот здесь не хватает одной бусины, да? Когда мы делаем полукруг на шейку, они ложатся вот так ровненько. И я буду, наверное, вот так закрывать 2 ряда по отдельности. Так как все равно у нас украшение ложится полукругом немного на шею, правильно? Поэтому я вот так оставляю. Но когда оно ровненько, у нас не хватает как будто одной бусины. Здесь я сейчас поставлю кримпы, протекторы на каждый ряд. Закроем потом кримпы обжимными бусинками. И поставлю я, наверное, на двойное колечко. Это все. Чтобы было покрепче. Ну и потом поставлю застежку на двойное кольцо. Не буду сразу крепить к застежке. Так, я думаю, наверное, по 2 кримпа я буду закрывать, так как украшение не совсем легкое. И сразу, наверное, я поставлю кольцо, проведу. Кольцо надо провести вот сюда, в кримп сразу. Не в кримп, а в протектор. В протектор проводим обратно тросик. И вот так мы крепим колечко. Чтобы потом его не разжимать, сразу его можно прикрепить. Можно, наверное, еще бусинку одеть. Надела я вот такую бусинку. Так будет лучше, наверное, выглядеть. И теперь провела я опять в кримпы. Провожу еще бусинку и подтягиваю тросик. Подтягиваем. Здесь можно немного зажать протектор. И вот так подводим бусинку поближе. Здесь оставляем место для обжимной бусинки. Какого она у вас размера примерно, столько оставляем. Если вы не теряетесь, можно померить, примерить бусинку и посмотреть, как у вас все лежит аккуратно или нет, чтобы нигде тросик не проглядывал. Вот можно вместе с бусинкой теперь подтянуть тросик. Ну и, конечно, сильно не надо зажимать. Здесь вот так будет, и здесь держится бусинка. Все. Теперь можно убрать и зажать кримпы. Зажимаем кримпы, бусинку вместе их близко зажимаем, чтобы они были рядышком.
Вот так. И хорошо зажимаем, чтобы тросик не двигался. Теперь можно обрезать ювелирный тросик, чтобы он нам не мешался. Все, берем обжимную бусинку и закрываем. Аккуратненько проводим в отверстие тросик по бокам и зажимаем. Зажимать нужно аккуратно. Попробую я вот этими плоскогубцами, но они соскальзывают, так как у них нет резьбы внутри, они соскальзывают. Я, наверное, все-таки буду этими плоскогубцами зажимать. Они у меня, видите, я черный пластырь, лейкопластырь приклеиваю, чтобы не оставлять следов на бусинах. И потихонечку я зажимаю аккуратненько, вот так вот, чтобы получилась ровненькая бусинка. И здесь не было у нас щели. Потихоньку зажали, получилось аккуратненько. Также я сделаю сейчас с этой стороны. Наберу кримп, бусину и протектор. Закрепила, и теперь с этой стороны я хочу поставить застежку. Так как здесь у нас идет двойное кольцо. Вот давайте посмотрим, как можно инструментом пользоваться. Вот у меня держится застежка немножко, видно? И теперь я держу плоскогубцами и провожу вот так. Все вышло. И теперь все держится хорошо. Если даже замочек и поломается, можно его поменять. Здесь есть двойное колечко. Вот так. Ну а на другую сторону я поставлю уже колечко и удлиняющую цепочку. Также сейчас закрою и вернусь к вам. Кримпы я зажимаю всегда вот этими маленькими плоскогубцами, так как у них носик очень тоненький, и здесь удобно продевать его, этот носик. И сейчас я зажму обжимную бусину. И все, бусы мои будут готовы. Украшение мое готово. Посмотрите, как красиво получилось и хорошо сочетается с большими бусинами. Вот эти маленькие квадратные бусинки. И здесь квадратные бусины. Здесь я закрепила, шапочки поставила, чтобы не двигался концевик, вот этот колпачок. Можно перекрутить, если захочется. Я думала, будет карабинчик крупный. Нет, он хорошо здесь смотрится. Подходит по размеру к украшению. Вот так выглядит карабин. И можно перекручивать ряды, если кто-то захочет. Это украшение у меня пойдет в магазин на ярмарку мастеров. Ну а если вы такое захотите сделать, все ссылочки на материалы я оставлю. Все я покупала на сайте AliExpress. И, на мой взгляд, это очень здорово получилось. Такое украшение можно носить в стиле бохо, под одежду. Например, надеть красивое зимнее платье в таких оттенках. И хорошо подойдет такое украшение. К этому украшению я сплела еще серьги. Вот в тон к бусинам хорошо подходят. Вот такие бисерные сережечки. Красиво смотрятся. И вот такие сплела. Тоже хорошо смотрятся. Здесь бисер немного другой. Различаются бисер. И можно носить или те серьги. Кто захочет купить украшения. Серьги я
отправлю в подарок, какие выберет клиент. Ну а если вам понравилось мое такое решение, напишите мне комментарий. Мне очень интересно ваше мнение. Ну а кто не подписался, подписывайтесь. Нажимайте на колокольчик, чтобы приходили уведомления. Ну а я с вами не прощаюсь. До скорых встреч. Всем пока.